Приветствую всех на своем канале «Занятия для души. Вязание с Натальей Волковой». Отдельный привет хочу передать спонсорам моего канала, а также донатам группы ВКонтакте. Мне очень приятно, что вы решили поддержать мое творчество. Итак, сегодня я вам хочу показать свою новую работу. Расскажу, с какой пряжей я работала, а также расскажу, где вы сможете найти МК на основной узор и основные моменты, как я выполняла данную кофточку. Небольшая характеристика. Размер кофточки это до 48, где-то полноценный 48 размер. Длина изделия 60 сантиметров. Ширина кофточки, у нее прямой покрой идет. Вот здесь вот это 51 сантиметр. Длина рукава 55-56 сантиметров. Ширина рукава в самой нижней части это 15 сантиметров, в самой широкой части 20 сантиметров, так как рукавчик у меня немножко расширяется. И ширина плеча 12 сантиметров. То есть это основные характеристики данной кофточки. Теперь немного хочу рассказать непосредственно о выполнении данной работы. Вязала я эту кофточку полностью спицами, выполняла ее снизу вверх. Вперед спинка у меня связана без боковых швов, то есть вот эту вот нижнюю часть я вязала абсолютно все полностью сплошным полотном, чтобы у меня не было швов. Вывязывала планочку с пуговками, что в принципе я считаю очень удобно. У данной кофты классический покрой, пойдет как и для ежедневной носки, точно так же ее можно носить на работу, на выход, то есть это уже все зависит от вас. Также путем подбора определенной пряжи вы ее можете выполнить как на осенне-зимний период, то есть в теплом варианте, но и также ее можно выполнить как летний кардиганчик, связать. То есть для этого достаточно просто подобрать немножко другую пряжу, то есть, например, взять или хлопок стопроцентный, но единственное, хлопок рекомендую брать без мерсеризации, если вы будете вязать вот такой кардиган, или же вообще замечательный вариант это, например, хлопок с акрилом вы можете взять, и тогда у вас получится летний такой вот не очень тяжелый, не очень жаркий кардиган. Чуть позже я вам расскажу, с какой пряжей и с какими материалами я работала. Дополнительно хочу сказать, что на основной узор у меня подготовлен очень подробный видео МК, бесплатный этот видео МК. Ссылочку я обязательно оставлю в описании к данному видео, то есть при желании вы сможете его посмотреть. Значит, в этом видео МК я очень подробно показываю и рассказываю, как я провязываю буквально каждый ряд данного узора. Не могу сказать, что данный узор он очень сложный, но опять же я не рекомендую его прям вот совсем начинающим вязальщицам, потому что все-таки он требует к себе определенных навыков вязания. Но при желании, в принципе, я так думаю, что его смогут выполнить очень многие. В данной модели кардигана вточной рукав, то есть вот так вот он у меня выглядит. Планочка идет по краю изделия, и также эта планка она переходит у меня на спинку, то есть вот так вот у меня выполнено сзади это изделие. Планочка сшивается сзади по спинке, вот у меня шов. Как я уже и сказала, в данном видео МК я расскажу основные моменты, каким образом я работала, какие я брала материалы, какой расход у меня пошел. При желании, при ознакомлении с основным узором, я так думаю, что очень многие вязальщицы смогут себе выполнить такой кардиган, потому что основной узор здесь все-таки это вот ромбы, на которые подготовлен видео МК. Но если мало ли вдруг для кого-то недостаточно будет информации или нужно будет ее в большем объеме, то у меня на данной модели подготовлен подробное видео МК, который сейчас на данный момент доступен в бесплатном формате спонсором моего канала, YouTube канала, а также описание
уже выложено и доступно к бесплатному просмотру донатом группы ВКонтакте. Все остальные при желании могут приобрести данное видео МК. Он у меня подготовлен как именно видео описание работы, в котором я показываю, каким образом я что выполняла. И также есть текстовое подробное описание с предоставлением схемы основного узора. То есть по всем вопросам вы можете обращаться ко мне в личные сообщения ВКонтакте. Ссылочку я обязательно оставлю в описании к данному видео. Также оставлю ссылку именно на свою группу ВКонтакте, где я выкладываю много разной интересной информации, в том числе у меня много там выложено разных бесплатных видео МК. Также напоминаю, что в конце этого видео я оставлю фото других своих работ, на которые вы сможете найти бесплатное видео МК у меня на канале «Занятия для души. Вязание с Натальей Волковой». Поэтому заходите, смотрите, возможно, для кого-то данная информация будет интересной и полезной. Итак, начинаем. Итак, для работы вам понадобится пряжа. Я взяла пряжу Lana Grasse Classic. Это наша отечественная пряжа троицкой фабрики. Возможно, вы такую не видели, но вот выпускали такую пряжу. Значит, здесь у нас получается в составе 25% мериносовая шерсть, 75% акрил, 300 метров на 100 грамм. Такой пряжи у меня ушло чуть меньше 4 мотков, но сразу хочу сказать, как я в принципе говорю во многих своих МК, я не рекомендую зацикливаться именно прям вот на одной пряже, потому что в одних магазинах есть пряжа, в других магазинах вы можете не найти именно такую пряжу, поэтому вы можете взять абсолютно любую альтернативную другую пряжу. Единственное, что из расчета где-то примерно около 300 метров на 100 грамм. То есть, в принципе, любая другая и хлопок с акрилом подойдет, и полушерсть подойдет. То есть, что вам понравится, с такой пряжей вы можете работать. То есть, еще раз напоминаю, около 400 грамм у меня ушло на изготовление данной кофточки. Также вам понадобятся спицы. Я взяла спицы номер 3,5. У меня это круговые спицы, потому что просто я на таких привыкла работать. Но по кругу я вязать не буду, поэтому вы можете взять обычные прямые спицы, если они у вас есть, или если вы на таких привыкли работать. Также вам понадобятся пуговки. В моей ситуации получилось 4 пуговицы мне нужны. Ну, 5-я она как про запас. Диаметр пуговки примерно около 2 сантиметров. И я взяла на ножки, потому что на вязаном изделии обычно все-таки на ножки, если нужно застегивать, получше смотрятся такие пуговки. То есть, еще раз напоминаю, 4 пуговки понадобилось именно мне. Также вам понадобятся маркеры, но это для удобства вязания, если вы привыкли с ними работать. Если не привыкли, то в принципе они вам не нужны. Итак, это основные материалы, которые вам понадобятся для выполнения данной кофточки. Так, как я уже и сказала, начала я выполнять работу снизу вверх. То есть вот отсюда я начинала вязание. Когда вы ознакомитесь с основным узором, путем подсчетов сможете подсчитать, сколько необходимо раппортов на вашу ширину изделия. Вы производите набор петель на спице номер 3,5 и начинаете вязать планочку. То есть вот по низу изделия у меня выполнена планка обычным несложным узором, то есть это рисовая вязка. Чередование одной лицевой, одной изнаночной петли. Во втором ряду вы, соответственно, вяжете узор со смещением. То есть там, где у вас по рисунку идет лицевая петля, вы ее провязываете изнаночной, и наоборот, где у вас идет изнаночная петля по рисунку, вы ее провязываете лицевой. То есть это один из самых таких несложных базовых узоров, называется или рисовая, или жемчужная вязка. Поэтому я не думаю, что у вас должны бы возникнуть какие-либо проблемы с ее вязанием. Далее, после того, как вы провязали планочку на необходимую высоту, у меня в моей ситуации я провязала 10 рядов, я начала вязать полотно основным узором. Напоминаю, что вывязывала я сразу и вперед, и спинку. То есть вот, если вы обратите внимание, у меня здесь без боковых швов идет. Вязала на необходимую вам высоту, потому что вы, конечно же, должны
понимать, что длину изделия вы должны регулировать самостоятельно в зависимости от вашего желания, от вашего роста или там какую вы хотите длину изделия. То есть я провязала в общей сложности до линии вывязывания праймы получается 4 повтора узора. То есть вот у меня этот участок примерно на 40 сантиметров. Вы уже вяжете на высоту, какую вам необходимо. После этого я сделала разделение на 3 части, то есть это на правую, левую полочку и на спинку, и начала вязать по отдельности полотно, вывязывая при этом линию праймы. То есть вот она у меня идет спереди, и сзади вот у меня вывязывается линия праймы. При этом я вам забыла сказать, что, конечно же, необходимо сразу вывязывать петельки под пуговицы. У меня всего вывязано 4 петли, так как мне, в принципе, этого было достаточно. Я не очень люблю, когда петли начинаются прям с самого-самого низа изделия, поэтому я отступила какое-то расстояние. То есть первую петельку я провязала через один повтор основного узора, то есть вот провязав ромбик, я вывязала первую петлю. Петлю я, в принципе, несложно вывязываю. Это провязываю 2 вместе лицевой с наклоном вправо, делаю двойной накид и 2 вместе петли провязываю с наклоном влево. То есть выглядит у меня эта петелька, сейчас я вам покажу, вот таким вот образом. Аккуратно. Потом далее, когда вы вывязываете следующий изнаночный ряд, я вяжу, соответственно, по рисунку этот участок, а там, где у меня двойной идет накид, я его также вывязываю по рисунку скрещенными петлями. То есть это двойной накид, я как бы каждую петельку перекручиваю и провязываю ее по рисунку. Для чего я это делаю? Я это делаю для того, чтобы потом в дальнейшем петля не очень сильно вытягивалась. На линии вывязывания праймы, то есть именно с участка, где я начинаю по отдельности вязать левую и правую полочку и спинку, я начала вывязывать линию горловины. Для этого я провязывала 2 вместе петли по рисунку, как лучше смотрелось. Это последняя петелька планки и первая петля основного узора. То есть вот у меня получается, провязывала их вместе и таким образом формировала линию вывязывания горловины. Планочка у меня также, забыла вам сказать, связана рисовой вязкой. Всего на планку я оставляла 8 петель. Соответственно, после того, как вы уже связали изделие на необходимую длину, у меня это получилось 60 сантиметров, я закрыла плечо, но при этом я не закрыла 8 петель вот этих вот по планке и продолжила их вязать примерно на 10-11 сантиметров, после чего уже закрыла, получается, вот эту вот планочку. После того, как я связала переднюю и заднюю часть кофточки, я начала вязать рукав. Рукав вы также, соответственно, делаете расчеты, сколько вам необходимо раппортов узора для того, чтобы выйти на необходимую ширину. Я в своей ситуации сделала 4 повтора раппорта узора. Провязав на необходимую длину до линии вывязывания праймы, я делаю периодические прибавочки. То есть вот здесь вот, если вы обратите внимание, вот у меня идут прибавочки. Делаю расширение, так как таким образом рукавчик он будет поаккуратнее и лучше немножко сидеть. И после этого уже сделала убавочки и таким образом сформировала линию вывязывания праймы. После того, как вы выполните уже, получается, вперед спинку и 2 рукава, остается только сборка. То есть я сшила вначале плечевые швы, после этого пришила сзади планочку предварительно, сшив, получается, правую и левую полочку. И далее остается только пришить рукава. В принципе, это уже все несложная получается сборка. Таким образом, ознакомившись с основным узором данной кофточки, я думаю, что при желании вы тоже также ее сможете выполнить. Опять же, кому недостаточно будет информации, то обращайтесь ко мне в группу или в личные сообщения ВКонтакте.
На данный момент эта кофточка, она находится пока в наличии, поэтому при желании вы ее сможете приобрести. Опять же, по всем вопросам обращайтесь, пожалуйста, ко мне в группу ВКонтакте или в личные сообщения ВКонтакте. Также напоминаю, что в конце этого видео я оставлю фото других своих работ, на которые вы сможете найти бесплатный видео МК у меня на канале. Поэтому присоединяйтесь на YouTube-канале, в Дзен-канале. Также у меня есть группа ВКонтакте, личная страница ВКонтакте. Буду всех рада видеть. Итак, до новых встреч.